Всем привет, Селигера! И с вами, как всегда, Джессика. Джессика, сидеть! Молодец. Видите, команду только рукой выполняет. Умная собака. Ну вот, друзья, купил я новые полы для своей 10-летней палатки. Вот так вот. 10 лет отъездил вон на тех, на которых я стою. А вот это новые полы в мой маленький домик. Тент Тарпаулин 4х4, 280 грамм на квадратный метр. Самые плотные на Озоне. Смотрите, вот 4х4. 1800 рублей я брал по Озон-карте. Сейчас подорожали. Вот такие замечательные полы. Будут в 4 слоя. Джессике нравится. Смотрите, как хвостом виляет. Виляет Джессика хвостом. Вон, глядите, мои старые полы. А вот эти новые. 10 лет. Съемка 10-летней давности. Зима. Мороз. Я приехал на рыбалку. Это около Задубья, Селигер. Во, смотрите, тонкие. Прям вообще. И спокойно крепятся, без всяких проблем. И 10 лет я в таком состоянии отъездил, и они не порвались. Это от палатки бани. Мне знакомые оставили, она дрявая была. А вот эти почти из такого же материала. Но самая большая плотность. Там есть разные вот такие тенты на Озоне. Но вот эти самые дорогие, потому что армированный шнур по периметру полотна. Усиленные. Вот такие замечательные полы у меня будут. Ну, сейчас начнем делать. Потихонечку, помаленечку. Вот я их сложил. 4 слоя. Вот 4 слоя надо закрепить. Закрепить обязательно по углам. А потом еще вот в свои края всунуть веревки и там завязать. Выдерживает любые условия. Самое главное, устойчивый к низким температурам. Дальше сами, друзья, прочитаете. Веревочки у меня заготовлены. Обычная веревочка, в концах связанная. Продеваем петля в петлю, без всяких проблем. И вот первая боковая растяжка готова. Вот в эту растяжку вы будете крепить то, что у вас есть. Кто-то по-разному, все крепят по-разному. Вот так вот, друзья, потихонечку. Для сооружения временных навесов, для обустройства временных построек, для полов. Она специально предназначена для полов. Вот этот тент предназначен. Ну, вторую часть берем. Видите, Джессика наблюдает за процессом. Как же, вот сейчас чего-нибудь начудишь. Вот точно что-нибудь начудишь. Так. Там кто-то есть, надо сторожить. Джессика молодец. Ну, 2 штуки закрепили. Удобно хранить их, легко закреплять. Вот смотрите, это то, что нам нужно, друзья. Это вот самое наилучшее для наших условий, потому что условия у нас очень критичные. Это мороз, это лед, это ветер, и должно быть тепло от этих полов. 4 слоя. Если в 1 слой 10 лет меня грели, то в 4, которые по плотности в 2 раза лучше, наверняка еще лучше греть будут. Ну вот, друзья, и здесь я потихонечку закрепляю, просунул, петля в петлю, затянул. Все, обычные веревочки, может быть, армированные потом найду. Вот видите, вам позволят эти реверсы, люверсы, спокойно все закреплять. Так, режем теперь веревочки. Мне нужно остальные продеть. Вот, сначала вот здесь вот, в краю нет у меня ничего. Я просто взял уголок, обмотал, завязал, так как полы очень крепкие,
Вот. И сделал потом петлю. Это, друзья, 4-я растяжка. Видите? Вот все. Практически уже в таком положении можно ставить. Но только дырочек пока нет. Пока еще нет дырочек, друзья, будут после. Смотрите до конца, какие дырочки я сделаю. Вот тогда можно будет и ставить, и ловить. Вот тогда уже можно ехать на рыбалку. Так, здесь приходится помучиться. Не так все просто, потому что отверстия-то нету. Вот завязал я, а теперь вот все затянул. Видите? Вот все, готово. Вот почитайте сами, для чего они предназначены, эти полы. Ну что ж, с виду все нормально. Вот так вот хожу, смотрю, выглядит классно. Вот сейчас подвину их немножко и начну дальше делать. В принципе, все идет по плану. Вы представляете, друзья, вот 5 минут прошло, а я уже практически больше половины работы сделал. Вот так вот, такие вот полы. Так, здесь вот просто завязываю, беру на 2-3 узла, а хвостики потом обрежу. Мне нужно пройтись по всем краям, чтобы они не болтались по краям, чтобы все было связано, чтобы выглядели как единое целое. Чем прекрасны вот такие полы? Вы скажете, да купил и все. Вы знаете, я купил в Озоне, положил в корзину, а потом стал искать материал. Дело в том, что те полы, которые я купил, они не сворачиваются вместе с палаткой. Их нужно нести отдельно, в каком-то мешочке, там вот, в какой-то папочке, то есть вот в каком-то чехле. А эти полы, видели, они свернулись в палатку, и я их спокойно убрал в свой чехол. Это очень удобно. Это вот то, что как раньше, да, конечно, стали тяжелее и палатки с полами, потому что тот материал легче, но зато вам не нужно лишних рук. Вы взяли все, повесили на себя и потихонечку, если вы не на машине, на лед выехали, если вы самоходом, без мини-снегохода, вот кинули себе за плечи, взяли саночки и пошли до места. Это очень удобно. Вот так вот, видите? То есть этот материал спокойно сворачивается, гнется, не ломается на трещинах. Он выдержит очень долго. Ведь этот материал предназначен для бассейнов. Вы понимаете? Если он для бассейнов предназначен, то зимой для палатки, ну это вообще, это для него сверхлегкие условия для этих полов. Это вообще ни о чем. Так, вот здесь вот сейчас связываем потихонечку. О, я связываю. Джессика блох гоняет. Вот так вот девка блохастая, рыжая девка. Пошла куда-то. Достал я ее. Вот не любит критику. Вот как так? Вместе живем, а ты меня критикуешь. Да еще при всех, да еще на людях. Как тебе не стыдно? Так, друзья, завязываем здесь и все. Вот, видите, теперь я просто хвосты обрезаю. Беру хвосты ножичком и обрезаю. А дальше я зажигалочкой эти хвосты обработаю, чтобы они не распушились. Все, проблем нет. 10 минут прошло, а мои полы почти готовы. Без дырочек, правда. Дырочки потом, самое интересное. Вот так. Ну, сейчас надо их... Ну, что, вообще, один материал, видите? Вообще шикарно. Во, все, готово. Готово. Те-то предыдущие у меня были 2,20 на 2,20, а эти вот 4 на 4 и 2 на 2 метра в 4 слоя.
Ну, сейчас я быстренько палаточку поставлю. Хотел вырезать, но подумал, друзья, вот посмотрите, 10 лет палатки Куб Хелиуса. Да, конечно, она дышащая. Да, там материал Оксфорд 200 или 2000, как вообще это правильно, я не знаю. Так, что-то не получается. Наступить забыл. Вот надо на краешек наступить. Вот, и все. Сейчас все будет. Но вот то, что она дышащая, это хорошо. В том плане, что я газом отапливаю. А газом отапливаю, значит, не задохнусь. Вот и все. Проветривается. Да, тепло уходит, но главное, проветривается. Во, и с этой стороны открыли. Как раз вход в домик. Несколько раз вот только порезал чуть-чуть ткань. Ну, ножи положил от ледобура. И один раз сломался хаб. Дело в том, что нельзя, чтобы хабы лежали на снегу. Надо, чтобы ваши хабы где-то вот от снега подальше. Тогда она разбирается очень хорошо. А я снег туда попал, они не закрыты, и сломался, потому что материал очень легкий, хрупкий. Ну, заказал в интернет-магазине. Оказалось, что палатка стоит дешевле, чем эти полы, а хаб стоил третью часть от палатки. Вот так вот. Ну, что делать? Пришлось потратиться. Ну вот мой домик 10-летний. Смотрите, все отлично. 2 на 2 и 2,30 высотой. Что еще надо-то, а? Во, гляньте, все готово. Вообще, это вам можно даже для летней палатки использовать. Смотрите, какие шикарные полы. Не промокающиеся. Видите? Вот это полы. Вот это то, что нужно для рыбалки. И всего за 1800. А вы, если хотите, друзья, возьмите их на 4. Разрежьте, и получится по 450 рублей каждому полы. Материал-то плотный. А если на 2 в 2 слоя, то 900 рублей. Да это вообще дешевка. Да это копейки. Вот, размечаю. Видите? Надо досочку положить, а то я свои старые полы разрежу. Дело в том, что они-то еще могут мне пригодиться весной, когда тепло будет. Они же легкие, легче. Все просто, видите, досочку положили. Надо сделать лунку 20 миллиметров, то есть 200 миллиметров. Во, дуршлаг. Самая лучшая метка. Поставили строительный нож, потихонечку, не спеша, чтобы лишнего не нарезать. Берем и прорезаем. Осторожненько прорезаем. Джессика опять блох гоняет. Молодец, следит за собой. Так, режем слой за слоем, прям под ножом чувствую, как вот в некоторых местах уже досочки касаюсь. Значит, прорезаются, режется нормально, без всяких проблем, материал нормально режется. Вот, друзья, потихоньку, помаленьку, сейчас вот там, где ручка была, прорежу и начну потихонечку по каждой штучке вытаскивать. Вот что нужно для этих дырочек, видите? На Озоне заказал и все. Стоит, конечно, по цене полов. Так что подумайте. Я лично делать не буду, потому что с ними, друзья, мне это в палатке не свернуть. Придется отдельно таскать в каком-нибудь мешочке, а это для меня неудобно. Они и без этих штучек работать будут. Я посмотрел по краям, я там в одном месте немножко разрезал, так разрез не идет. Он дальше не идет. Настолько они плотные, что проблем нету. И зачем какую-то окантовку делать? Я думал, из материала вот из этого, там из кусочков, из этих оставшихся. А потом решил, что не буду. Ну, будет рваться, подумаю. Вот.
Хорошо, все равно я не сделаю. Швейной машинки у меня нет, а иголкой, там, с леской я буду делать. Это кошмар, это я намучаюсь, и хорошо не получится. Во, видите, синенькая штучка с другой стороны. Ну все, вон там доска появилась, вообще проблем нет. Все, одна лунка практически готова. А прошло 16 минут, 15 даже может быть. Там пока я таскал, пока все остальное, а может быть и 10. Вон, гляньте, какой этот материал. Вот этот плотный, а мои старые, ну, тряпка тряпкой. Но 10 лет отработала эта тряпка, и ничего с ней не случилось. Вот, друзья, вот они, новые полы. О, 1625 стоит 3 фланца, а полы 1800. Ну, решайте. Если вы, конечно, на несколько ночей, то, может быть, сами фланцы в палатке можно закрепить, их отдельно вести. Или у вас есть место, куда вот эти полы положить. На несколько ночей, может быть, имеет смысл. О, место нашел. Теперь сейчас буду, друзья, размечать. Там все ровно. Я делаю 2 лунки. Вот, почитайте, для чего эти фланцы. 2 лунки, потому что на леща ловлю. А там, знаете, лещ как хвостом вильнул, так на 3 метра ушел, и все удочки спутались. Поэтому расстояние надо делать большое, чтобы лещ у вас ничего не попутал. А то он еще и спутает, и он еще уйдет. Ну вообще, 33 несчастья. Но потихонечку, помаленечку, так же прорезаем, как те. Не спешим, друзья, не спешим. Вот под ножом ощущаю, в некоторых местах, да, уже до конца, а в некоторых нет. То есть провожу вот так по кругу, не спеша, помаленечку. Главное, сильно не надавить, а то у вас лезвие сломается у ножа. Вот такие дела. Вот, друзья, хороший дуршлаг, алюминиевый, старинный, пригодился. Для чего полы? Почитайте. Режем, пока Джессика блох гоняет. Вот гоняет, любит ее блохи. А все потому, что она енотов ловит. Ловит енотов и с ними борется. Ой, как поймает енота, собаку не дозваться. 18 за эту зиму уже. 18 штук. Расплодилась. Так, режем потихоньку. Помаленечку, потихонечку прорезаем. Вот наши полы. Новые полы. Замечательные полы в зимнюю старую палаточку. И менять пока не собираюсь. Все работает. А вот так это выглядит красиво, не спорю. Но цена полов. Подумайте. Здесь вот сейчас с краешку обрежу, и практически все готово. Это, друзья, 15 минут. За 15 минут я сделал новые полы в свою палатку. Вот так вот. А вы попробуйте, поищите приблизительно такие полы. Я которые заказывал, они там теплый материал пишут, прокладка между тканью 1 сантиметр, а в отзывах пишут полсантиметра. Везде обман. И стоят 4600. Так они не скручиваются вот так вот, а эти скручиваются, и ткань никогда не порвется. Смотрите, какие скользкие. О, сейчас не упасть бы. Сейчас бы только не упасть, а то растянешься здесь. Все. Вы гляньте. Пустил кошку в новый домик, а на лунке лежит.
Только мяу не говорит мяу. А как ей нравится. Вот говорит, это для меня ты сделал, рыбой пахнет.